По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. По оценкам, каждый год от них умирает почти 18 миллионов человек. В 1999 году была учреждена даже специальная дата – День сердца. Целью ее – остановить эпидемию и инициировать профилактику данных заболеваний. С 2011 года День сердца отмечается 29 сентября. С какими жалобами обращаются ангарчане чаще всего и как защитить себя от страшных заболеваний, узнавала Вероника Черник. «Сердце, как хорошо, что ты такое, что ты умеешь так любить», пелось в одной популярной советской песне. Между тем, главный вопрос, над которым бьются врачи уже многие годы, как сохранить главный орган человека здоровым. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 20 миллионов людей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Ангарскую городскую больницу чаще всего обращаются пациенты с ишемической болезнью, причем не только люди пожилого возраста, но и те, кому едва исполнилось 35 лет. Здесь работает отделение рентгенно-хирургических методов лечения и диагностики. Именно в нем проводят операции на сердце. К нам часто поступают пациенты с нарушениями ритма, с различными нарушениями, которые лечат кардиологи. Непосредственно в нашем отделении мы занимаемся диагностикой ишемической болезни, то есть выполняем контрастные исследования, такое как коронарография. Мы под рентгеном можем увидеть сосуды сердца, проходимость их. Данное отделение ежедневно проводит операции на сердце. Это от 7 до 15 пациентов. Чтобы своевременно помочь каждому, в операционной трудится команда квалифицированных специалистов, от хирургов до медицинских сестер. Здесь, как правило, также роль операционной сестры заключается в том, что соблюдать спокойствие в операционной, чтобы не было никаких казусных ситуаций. Основные симптомы возникновения проблем с сердцем – это боль в грудной клетке, жжение при физической нагрузке и одышка. Врачи советуют, чтобы избежать хирургического вмешательства, нужно соблюдать простые правила и рекомендации. Активный образ жизни, то есть есть которая норма 10 тысяч шагов, желательно ее выхаживать. Помимо этого какой-то активный спорт тоже не помешает. Правильное питание, правильные привычки, исключение вредных привычек из своей жизни. Контроль артериального давления, своевременное наблюдение за своим здоровьем, то есть проходить вовремя чекапы, обращаться в поликлинику, чтобы контролировать свое здоровье. Если необходимо, вставать под диспансерное наблюдение пациентов, у которых есть уже какие-то проблемы. Основная цель проведения Дня сердца – привлечь внимание к вопросам сохранения здоровья и подчеркнуть важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Напомню, именно эти проблемы являются главной причиной смертности во всем мире. Вероника Черник, Александр Черник. Местное время.